Доброе утро, друзья! Сегодня мы находимся в уезде Мэнхай, и мы сегодня направляемся в деревню Нака. Деревня Нака – это одна из самых таких, можно сказать, знаменитых чайных деревень. Знаменита она прежде всего тем, что расположена достаточно далеко от Мэнхая. Это одна из самых удаленных вообще деревень в уезде Мэнхай, чайных, таких именно из известных чайных деревень. И я непосредственно именно там еще не был. Как это ни странно. То есть был рядом совсем, там был в подъездах, был в Хуаджулянзы, в других местах на горе Мэнсон. Это тоже рядышком, но вот там туда еще не доехал. И в эту поездку я решил посвятить целый день в этой поездке. Погодка сегодня обещает быть дождливой. Чай сейчас тоже не делают, но посмотреть место, навести какие-то полезные контакты, почему бы нет. Сейчас позавтракали в такой вот придорожной чифаньке. Традиционная лапша, немножко остренькая, горячая, которая согрела в этот прохладный зимний день нас. И сейчас выдвигаемся. Есть одна очень интересная штуковина, которая сейчас происходит в Мэнхае. Очень многие промышленники, чайные промышленники, строили заводы, ну так вот, как говорится, сойбян, то есть как хотят. Вот здесь, например, по дороге на Нака огромное количество фабрик, которые государство полностью снесло вообще под корень. Причем фабрики такие довольно большие. По какой причине это произошло? Произошло это по очень простой причине. То есть люди покупают землю у фермеров без всякого разрешения, без какого-то там регистрации этого завода, без чего-либо. Просто строили огромные производства и обрабатывали чайный лист, там либо прессовали блины, либо, ну, короче, большие чайные производства. В том числе и даже жилые какие-то здания, то есть там не обязательно это были чайные, именно промышленные производства. Но так или иначе, в основном здесь так заниматься чаем, то большей частью это чайные заводы. И просто государство приехало и начало в этом году очень так мощно и активно сносить эти заводы. И причем это не один, не два, не три, не пять, не 10 случаев. Это вот по всему уезду Мэнхай такая штука вот только что. То есть буквально мы весной тут были, этой проблемы не было, а сейчас вот государство вот таким образом борется с таким самостроем. Надо сказать, что самострой мощный, то есть вот люди вкладывают миллионы юаней в эти строения, в эти бизнесы, в эти заводы, но вот так вот с ними борется, то есть очень интересно, я подобные штуки, естественно, еще не наблюдал. Я видел, как вырубали плантации на Тайване, но чтобы вырубали целые заводы огромные, причем как бы не один и не два, а там десятки заводов, это я, пожалуй, наблюдаю впервые. Интересный нюанс насчет этих построек, то что на самом деле их начали сносить. Государство решило как-то там нарушить права бедных несчастных промышленников и владельцев чайных заводов. На самом деле просто такой тоже был некий бум строительства и роста производства. И поэтому очень часто строилось все это с нарушениями, то есть как бы просто покупали землю. И основная проблема, то что земля, которая должна была предназначаться для сельхознужд, ну даже как это в принципе и у нас есть, да, ее использовали для строительства. Даже много видно, что было много расчищенных вот таких территорий под застройку, но тут сейчас ничего не застраивают. Для этого нужно специальное разрешение получать там и регистрировать производство. Многие это делали вообще без какого-либо вообще, даже без регистрации компании. То есть просто типа, о, я хочу себе чайный завод. Брали и строили. И долгое время самое интересное это работало. Но сейчас пришло время регистрации. Мы приехали в деревню Нака. Сегодня, конечно, погода вообще абсолютно не для прогулок по горам, поэтому мы подождем немножечко, может быть, дождик кончится и пройдем в горы. Если нет, то просто попьем чай, выберем что-нибудь хорошее, потому что я хотел сделать блинчик фирменный Нака. Я надеюсь, это получится из сырья здешнего сделать. Вот, заехали к фермерам, друзьям моего товарища из Мэнхая. Такая красота. Конечно, здесь, кстати, в деревне Нака живет народный слаху. Лаху, в принципе, ну их, в общем-то, даже отличить можно визуально. Они те же самые лаху, которые живут
в районе Биндао, в Ленсане. И у них, кстати, дома такие интересные, они украшаются тыквой в кулу. Хотя при этом сам внешний и крыша, и некоторые другие там объекты, какие-то элементы декора, они очень похожи на буланов. Но вот такая характерная особенность именно их, скажем так, украшений дома, это вот такие вот тыковки. Хотя сейчас уже традиционных старых домов даже здесь в Нака осталось не так много. Сюда проложили бетонную дорогу, которой еще не так давно, в общем-то, не было. Сюда была грунтовка, поэтому сейчас все такое более современное, скажем так. Сейчас попробуем местный шен. Так выглядит чайный сад в Нака. Тут на самом деле есть и гораздо более старые чайные деревья, но основное количество деревьев вот прям так вот выглядит, как сзади меня вот это дерево, и им около 200-300 лет. Да. И здесь так же, как и в других чайных деревнях Мунхая, градируется на сяошу, дашу и гушу, то есть малые деревья, большие и древние. Но еще иногда есть такой термин джуншу, типа средние. Очень часто, кстати, здесь распространено из-за того, что сырье в Нака одно из самых дорогих вообще в регионе, за счет вкуса, за счет каких-то особенностей именно. То есть вот если хороший гушон, действительно очень сильно отличается вкус Нака от других, даже вот чая, который здесь в соседних деревнях, как Хуаджулянзы. Поэтому здесь часто распространена такая история, что смешивают сырье из больших и древних деревьев. То есть как вот такого дерева, это считается как вот малое чайное дерево, вот рядом древнее, но очень часто можно увидеть, когда сырье смешивают, продают его вместе. Но в принципе это не критично, потому что в данном случае гораздо важнее вкус. То есть если получается, что чай со смешанных деревьев там в 2 раза дешевле, но при этом вкус неразительно отличается, то это, в общем-то, допустимо. То есть так же, как и с любым другим чаем, лично для меня, например, гораздо важнее то, что прям вот именно, чтобы было с гушу полностью, а насколько это будет вкусно. Потому что если, например, технолог не очень, скажем так, талантлив, то есть обжарщик, прежде всего, и не умеет нормально жарить, то он может испортить и сырье из чистого гушу. Хороший обжарщик, который имеет опыт, талант, он может и смешанного сырья сделать хороший чай. Но, тем не менее, все равно разделяют эти моменты. Я, честно сказать, не скажу, чтобы очень много пил шена с Нака. Ну, тут разные блины пробовал разных лет. Сейчас мы тоже продегустировали с гушу. Но вот характерно то, что я весной, когда закупал отсюда сырье, мы были в Хуаджулянзы, это недалеко отсюда, и мы там же купили сырье из Нака. Потому что это довольно близко находится, до самой Нака мы не доехали, но купили сырье отсюда. Мне показался тот чай вкуснее, чем то, что мы сейчас пили, при этом он был так немножко подешевле. Потому что нам честно сказали, что это было сырье из больших чайных деревьев, то есть не с древних. А здесь было только с древних, но было не такое вкусное. Потому что паренек, которого мы сейчас были в гостях, он, видимо, не так хорошо жарит. Вот такие, в общем, всякие забавные нюансы, немножко скучные, как есть. Вот это такие наблюдения, которые лишний раз доказывают, что всегда все надо пить и меньше развешивать ушки и слушать всяческие разные рассказы про то, какой чай вкусный. Чай должен быть просто вкусный, без всяких рассказов. Еще, кстати, такое наблюдение, если государство прям специально не запрещает сносить старые дома, как это часто очень бывает в многих деревнях, вот в этой конкретной деревне здесь это не запрещали, я так понимаю, или если начали запрещать, то, видимо, достаточно поздно. Деньги появились у крестьян пораньше. И поэтому, как только у них появились деньги с продажи чая, они успешно построили себе новые дома, потому что жить в старых домах, несмотря на всю их красоту, крайне неудобно, холодно, промозгло и так далее. Сама по себе деревня выглядит, не сказать, что супер живописно, все в таком синей металлочерепице, в арголите для шайгана. Очень легко вот видеть, когда чайная деревня, то всегда вот такие вот арголитовые большие площади на крыше, где всегда происходит сушка.
Шенпуэра. И старых домов конкретно в этой деревне немного. Такое наблюдение, в общем-то, можно провести очень легко, понять сразу, что здесь чай, скорее всего, хороший. Вот, то есть его покупают, потому что в деревушке, которая, например, не занимается чаем, либо занимается обычным чаем, обычных старых домов больше. По очень простой причине, просто денег нет строить новые.